Всем привет! Это очередной выпуск сериала про наш катамаран на основе набора 42105. И в этот раз у нас будет совсем немного контента с воды, будет больше материалов про постройку. Было решено, что у лодки есть некоторые постоянные проблемы. 2 запуска из 3 мы набирали воду внутрь, 2 запуска из 3 мы цепляли водоросли на винты. И, наверное, это можно считать основными проблемами. И, собственно, было решено подумать, как с ними можно разобраться. И сначала я взялся за идею о повышении плавучести. Да, конечно, у меня есть пара больших корпусов от LEGO систем наборов, но я уже взялся за набор 42105 и хотелось выжимать максимум из моделей на его основе. Да, можно было докинуть еще бак для пневматики, но у меня всего один бак, а бак для пневматики стоит как целый новый набор 42105, поэтому выбор был сделан в сторону покупки еще 2 поплавков, и 4 поплавка имеют водоизмещение уже более 1 килограмма, то в целом выглядит достаточно перспективно. Далее нужно было решать вопрос с винтами. В текущем моем арсенале есть 2 вариации винтов, которые выглядят пригодными по своим характеристикам для использования в воде, и в принципе даже можно добиться от них достаточно неплохой скорости, но главной проблемой является все-таки водоросли. Я задумался о том, что стоит поискать какую-то альтернативу, и данная альтернатива была найдена. Встречайте, это даже не винты, это отдельные лопасти. Такие лопасти встречались всего в паре наборов. Это набор серии Education, один из наборов про альтернативные источники энергии, а второй набор 45400 вроде бы из серии Spike Prime. Ну вот и уже из таких лопастей можно собрать достаточно массивный и серьезный винт. Можно собрать 3 винта по 2 лопасти, можно собрать 2 винта по 3 или построить совсем гигантский пропеллер на 6 лопастей. Ну и как вы уже, наверное, догадались, модель было решено целиком и полностью разобрать с целью собрать из нее нечто новое, потому как просто прикручивать сбоку поплавки и новые винты показалось несерьезным и неинтересным. Хотелось поэкспериментировать, и, собственно, результат этих экспериментов вы скоро увидите на экране. Отдельно стоит сказать про летол, хоть я его использовал как материал, который, в отличие от клея, относительно легко удалить. Тем не менее, я с ним помучился, так как это специальная гидростойкая смазка, то отмыть его было достаточно проблематично. В целом, основная масса без проблем удаляется механически салфетками и водой, но вот жирные следы потом достаточно долго нужно вымывать спиртом, стирать, и они попадаются на корпусах, на деталях, и, конечно, я с этим помучился. А вот после омовения поплавков и раскладывания всех запчастей по их местам хранения, я уже принялся за проектирование и сборку нового суденышка. И проектирование я, конечно, начал с гигантских пропеллеров, так как они сами и тактика их применения должны были стать главной фишкой этой модели. На самом деле первые попытки сборки не попали в кадр, до этого было несколько неудачных винтов. В принципе, главной проблемой было то, что не было подходящих деталей, которые позволяли под такими углами смонтировать 3 лопасти, и лопасти достаточно часто либо разбалтывались, либо сразу на скорости вылетали. Но потом мне удалось собрать вот такую конструкцию из полубимов в основном, и в принципе она оказалась достаточно прочной, устойчивой. Да, если потянуть лопасти, то можно создать некий дисбаланс, но в целом, если систему не подвергать какой-то не свойственной для нее нагрузке, она достаточно неплохо держит свою форму. Ну и давайте посмотрим на первое испытание винта. Как вы видите, баги-мотор напрямую в состоянии раскрутить винт, и все у них здорово, винт не разваливается, мотор крутится, ветер мутится. И да, как вы, наверное, уже могли догадаться, мы не будем погружать винты в воду. И казалось, что идея пришла сама собой, но в принципе я видел прототипы машинок, собранных ради баловства, как раз таки на основе набора 9688 возобновляемые источники энергии. И в целом было видно, что на основе этих лопастей можно сделать небольшую колесную технику, которая будет двигаться. И я решил, что на воде это будет работать лучше, чем на суше. Ну и для того, чтобы избавиться от проблемы высокого потребления тока баги-мотором при попытке раскрутить винт в холостую, так как винт довольно массивный, был добавлен М-мотор, который был призван создавать, условно говоря, холостой ход и базовое вращение винта, когда модель не двигается, а баги-мотору бы уже доставался раскрученный винт, и не было бы такого высокого потребления тока, в связи с чем у нас был бы намного ниже шанс потерять связь с бувизом. Ну и можно было бы довольно резко рвать с места. Ну и давайте посмотрим на эту конструкцию в действии.
Как мы могли увидеть, даже тяги М-мотора достаточно, чтобы немного сдвинуть тележку, а багги-мотор прямо-таки разгоняет ее просто космически. Тут нет какой-то весовой нагрузки, но в воде у нас намного меньше будет сила трения, так что здесь мы симулируем примерно условия и проверяем в принципе возможность нашего вентилятора сдвинуть что-либо с места. И как мы видим, тест удачный. Далее я собираю второй винт и приступаю к сборке уже непосредственно самой лодки, хотя вернее в этот раз более правильным определением будет баржи. Базовая идея состояла в том, чтобы просто парно соединить поплавки и по сути получить два больших поплавка, но для того, чтобы винты не задевали друг друга, пришлось разнести их максимально далеко, и у нас получилась вот такая вот несуразная конструкция. И, честно говоря, не очень заботился о качестве и красоте и вообще каких-либо характеристиках этой конструкции. Хотелось, чтобы она в принципе держала поплавки друг с другом, держала вентилятор и бувис, ну и камеру. В принципе от нее больше не было ничего нужно, поэтому по сути получилась вот такая площадка из рам. Ну и несколько кадров всего этого безобразия в сборе. Итоговая масса модели получилась около 1400 грамм, что в принципе меня слегка насторожило, потому как наш старый катер весил со всем снаряжением около 700 грамм, и при этом он набирал в себя воду, если не смазывать его литолом. Ну, здесь было решено, что проведем просто испытательный заплыв рядом с берегом, и в принципе у нас 4 поплавка, и не стоит ждать того, что все поплавки моментально заполнятся водой, и модель моментально потонет. Ну и отправляемся на воду, проверять, взлетит или не взлетит. Ну и как мы видим, теория работает, даже получается иногда делать частично контролируемые развороты, даже несмотря на то, что У меня руля как такового и нет. Но этот заплыв не обошелся без происшествий, он в принципе претендовал на звание самого дорогого заплыва, и давайте объясню, что происходило. Сначала наш старый знакомый Посейдон атаковал меня на берегу, у меня подкосилась нога штатива, и не до конца закрепленная GoPro улетела прямо в воду. Она была без аквабокса, и это пришлось резко прыгать за ней в воду, и каким-то чудом средило ее достать, и даже успеть вырубить, и даже вытащить аккумулятор. Но было видно, что воды она уже напилась. Ну а дальше не буду комментировать, вы сами все увидите. Вот что бывает, когда торопишься собрать конструкцию быстрее и быстрее, лишь бы запустить. И да, я намочил и бувис, и моторы, и часть деталей утопил. Бувис горел красным огнем, не выключался, и даже после разборки и продувания он оставался в непонятном состоянии, хотя сменил цвет свечения на зеленый. Он, видимо, думал, что он куда-то все еще подключен, хотя девайсы его никак не находили. Ну и было решено, что пациент скорее мертв, чем жив. Была попытка отпаять батарею, завершилась она удачно, но перед этим я, конечно же, умудрился ее закоротить паяльник. Огонек на бувизе потух, и в принципе бувиз даже при подключенной батарее никак себя не осознавал. Уже было совсем расстроившись, я решил помыть плату спиртом, потереть ее зубной щеточкой детской, и о чудо, сначала она загорелась при подключении по USB, но при этом постоянно уходила в перезагрузку, а после подпаивания батарейки она ожила полностью. Вот сейчас, наверное, видите кадры, как выглядит плата без батареи, как выглядит плата со свежезапаянной батареей. Ну и после подзарядки она начала вести себя полностью адекватно, хотя нужно будет потестировать ее под нагрузкой, нужно будет проверить дальность в идеале, чтобы не было сюрпризов, но выглядит пока что все живым. GoPro также была разобрана, просушена, промыта, собрана, немного криво, но работает. Правда, экранчик все-таки иногда чернит пятнами, но лучше, чем если бы она умерла совсем. Что касается деталей, которые утонули, утонул груз и пара техник бриков. В принципе, не самые дорогие детали, опять же, не бувис, но при этом детали достаточно редкие, и их пересылка не самая дешевая, так как грузики тяжеленькие, в конверте их уже не отправить. Ну и после детального изучения видеокрушения была организована экспедиция на место гибели суденышка, и после нескольких попыток был груз успешно извлечен со дна. Да, к слову, в день крушения я тоже пытался порыться рукой с берега, но с берега я не доставал там глубоко, поопускать телефон, поснимать, как это было с
донной экспедиции шестерней, но там глубже, там ничего не было видно. Ну и в принципе корабль было решено не восстанавливать, так как он в принципе превратился в кучу техник деталей. Ни о какой модульности сборки речи не шло. Я пока что оставил частично собранными только винты и стойки для них, демонтировав их моторы и демонтировав часть механизмов. Все-таки на эти стойки я потратил достаточно много времени, чтобы подобрать оптимальное соединение всех осей, чтобы подобрать оптимальные переходы на шестерни, чтобы добиться минимальных биений. Вот, в принципе, возможно, они понадобятся мне в будущем. В общем, главное, что концепция проверена, все сложилось удачно, нужно ее развивать и будем собирать новую версию. А также в момент, когда я записываю этот ролик, я уже знаю, что ко мне пришел новый Buvis 3.0 и пришли новые Buvis моторы. Я сравню их с моими баги моторами и, возможно, в следующей версии своей самоделки уже буду использовать их и, возможно, уже новый Buvis. В любом случае, спасибо вам за наблюдение за моей самоделкой. Если у вас есть какие-то идеи, пожалуйста, высказывайте их, будет интересно их изучить. Всем пока, до встречи в новом видео.